Следующим нашим докладчиком будет Моника Уусталу. Она является экспертным специалистом по вентиляционной поддержке пациентов. Она находится в Финляндии сейчас. И мы проведем так называемый виртуальный воркшоп, когда Моника с помощью симулятора поможет нам разобраться в двухуровневой терапии. Моника сейчас на связи. Hi, Monika. Hi. Hi, everyone. Good. So, добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Моника Уусталу. Я специалист по неинвазивной вентиляции легких в Академии ResMed северо-восточная Европа. Мой опыт работы в области медицины сна и респираторной медицины более 18 лет. Прежде чем перейти к презентации, я хочу поблагодарить организатора за приглашение и возможность выступить. Для меня большое удовольствие принимать участие в данном мероприятии. So, for next 40 minutes, I will turn my speech back into English, and it will be translated into Russian. Последующие 40 минут своей презентации я буду говорить на английском языке, и моя презентация с английского будет переводиться на русский. So, by the end of this workshop, you will have an overview and insights about settings available for non-invasive ventilation, the terminology used in non-invasive ventilation, and also how non-invasive ventilation supports the patient breathing and how the ventilator responds to the patient effort. Сегодняшний практический семинар, так называемый воркшоп, он будет посвящен настройкам неинвазивной вентиляции, а также каким образом можно сконфигурировать и сделать эти настройки для аппарата для неинвазивной вентиляции компании ResMed под названием Lumis. К концу нашего воркшопа у вас будет представление и знание о доступных настройках для неинвазивной вентиляции и терминологии, используемой в неинвазивной вентиляции. Вы узнаете, как неинвазивная вентиляция поддерживает дыхание пациента и как вентилятор реагирует на усилия пациента. I would like to open the workshop presentation by giving you an overview about ResMed product range. Краткий обзор. Я хотела бы для начала представить вам портфолио аппаратов ResMed. So, ResMed is a global leader in ventilation and sleep therapy and has a versatile range of ventilators used outside of ICU units. Компания ResMed является лидером в области вентиляции легких и терапии сна и предлагает широкий выбор вентиляторов, используемых за пределами отделения интенсивной терапии. So here is the whole ResMed devices portfolio, and during today's presentation, I will focus on Lumis non-invasive ventilator. На данном слайде представлен весь модельный ряд аппаратов и вентиляторов компании ResMed, но сегодня в своей презентации в воркшопе я уделю внимание только аппарату под названием Lumis. Аппарат для неинвазивной вентиляции, БИПАП-аппараты, серии Lumis. So, during next few slides, I would like to highlight the modes and settings are available with Lumis non-invasive ventilator. В следующих нескольких слайдах я хотела бы вам более подробно рассказать о возможных настройках и параметрах, которые можно установить на аппарате Lumis. Here is an overview about all modes which are available with ResMed non-invasive ventilators. Most common and efficiently used modes are ST mode and IVAPS mode.
На данном слайде представлен обзор всех режимов, доступных на аппаратах для неинвазивной вентиляции легких компании ResMed. Наиболее распространенным и часто и эффективно используемым является режим ST и IVAPS. During today's presentation, I won't focus on T or PAC mode at all because these are very rarely used in НИВЛ treatment. Сегодня я не буду уделять внимание режиму Т и ПАК, поскольку данные режимы довольно-таки редко используются в неинвазивной вентиляции. Main difference between S and ST mode is backup rate feature. So backup rate feature ensures missing breathing in ST mode. Основное различие между режимами S и ST – это функция, которая называется backup rate, скорость поддержки. То есть в режиме ST данная функция backup rate, скорость поддержки, обеспечивает достаточную частоту дыхания пациента при отсутствии дыхания у пациента, то есть от 5 до 50, возможная настройка, от 5 до 50 дыханий в минуту. And IVAPS is an unique combination of servo-controlled ventilation, as the goal of IVAPS is to regulate alveolar ventilation to a preset target, in spite of the fact that IVAPS is not the first mode to use in acute situation. I want to highlight it because it's a unique ventilation mode with Lumis and can be very helpful for your COPD and obesity hyperventilation patients. Что такое режим IVAPS? Это интеллектуальная поддержка давлением с гарантированным дыхательным объемом. Это уникальная комбинация сервоуправляемой вентиляции, поскольку цель IVAPS – регулировать альвеолярную вентиляцию в соответствии с заданной целью. Несмотря на то, что IVAPS не является первым режимом в острых ситуациях, я хочу его все-таки уделить ему побольше времени, поскольку это уникальный вариант режима вентиляции аппарата Lumis, который может быть очень полезен для ваших пациентов, например, с Хоббл или с синдромом гиповентиляции при ожирении. So the first objective in НИВЛ is to lower the patient work of breathing, increase the tidal volume, and decrease the PaCO2 levels. Основная цель неинвазивной вентиляции легких – снизить работу дыхания пациента, увеличить дыхательный объем и снизить парциальное давление углекислого газа в артериальной крови. IPAP is the pressure delivered by the ventilator whilst the patient is inhaling. IPAP – это давление, подаваемое вентилятором во время вдоха пациента, то есть так называемое инспираторное давление. If there are remaining hypopneas, snoring or flow limitation, then by increasing IPAP, you may have a better effect for treatment. Если мы говорим сейчас об инспираторном давлении, то регулируя данной настройкой, например, увеличивая инспираторное давление, мы можем предотвратить такие нарушения во сне, отличные от апноэ, как ограничение потока, храп и гипопноэ. EPAP or PEEP is the pressure delivered by the ventilator whilst the patient is exhaling. EPAP helps to recruit lung volume and improving oxygenation, for example, in obstructive lung disease. EPAP helps to overcome the inspiratory threshold load when intrinsic PEEP is present. ИПАП или ПИП – это давление, подаваемое вентилятором во время выдоха пациента. ИПАП помогает рекрутировать, поддерживать объем легких и улучшать оксигенацию. То есть при обструктивном заболевании легких ИПАП помогает преодолеть пороговую нагрузку на вдохе при наличии внутреннего ПИП. ИПАП увеличивает эффективность срабатывания триггера.
Pressure support is the difference between IPAP and EPAP. It provides assistance to inspiration and decrease the work of breathing by unloading the respiratory muscles, leading to increased tidal volume, minute ventilation, and improved gas exchange. Pressure support, PS, или поддержка давлением, это разница между инспираторным и экспираторным давлением. Давление поддержки способствует вдоху, то есть обеспечивает помощь при вдохе и уменьшает работу дыхания за счет разгрузки дыхательных мышц, что, соответственно, ведет к увеличению дыхательного объема, минутной вентиляции и улучшенному газообмену. The following graph illustrates the common settings parameters which can be adjusted within the different modes setting up an IV treatment, and also the relationship to the normal respiratory cycle. На следующем графике показаны общие параметры настройки, которые могут быть скорректированы в различных режимах при настройке неинвазивной вентиляции легких и, соответственно, их связь с нормальным дыхательным циклом. Ну вот конкретно на этом графике примерные настройки для пациентов с ХОБЛ в стабильной фазе, в стабильном состоянии, которые находятся на данный момент. Rise time presented here with the violet dotted line is the time taken to reach IPAP after the onset of inspiratory time. Rise time, время подъема, вот на этом графике зеленым цветом снизу, это время, необходимое для достижения инспираторного давления после начала времени вдоха. Установка времени подъема изменяет скорость вдоха. The shorter the rise time is, the higher the flow rate and the quicker the ventilator reaches IPAP setting. Чем короче время подъема, тем выше скорость потока и тем быстрее вентилятор достигает настройки инспираторного давления. The longer the rise time is, the slower flow rate and the longer ventilator will take to reach IPAP. Более длинное, чем длиннее время подъема, тем медленнее скорость потока и тем больше времени потребуется вентилятору для достижения настройки инспираторного давления. In patients with high respiratory demand may require a fast rise time, especially those who need short inspiratory time and long expiratory time as COPD patients. Быстрое время подъема. Например, пациентам с высокой дыхательной потребностью может потребоваться быстрое время подъема, особенно тем пациентам, которым требуется короткое время вдоха и длинное время выдоха. Это, например, пациенты с ХОБЛ. In patients with a slower respiratory rate, lungs that empty rapidly, a slower rise time can improve therapy comfort. So these patients are mostly neuromuscular disease patients. Медленное время подъема у пациентов с более низкой частотой дыхания или с быстрым, так скажем, опустошением легких, более медленное время подъема может повысить уровень комфорта. Ну, например, мы, безусловно, говорим о пациентах с нервно-мышечными заболеваниями. Another two settings are time in minimum and time in maximum settings. Еще две настройки, о которых мы сейчас поговорим, это TI минимум и TI максимум. Минимальное время и максимальное время вдоха. Вдоха. Yes? Time in minimum ensures the adequate time for gas exchange. TI минимальное время вдоха, это минимальное время вдоха, и TI минимум обеспечивает достаточное время для газообмена. And time in maximum limits the time spent in inspiration. И
TI Max – это максимальное ограничение времени вдоха. То есть TI Max ограничивает время вдоха. Угу. For trigger settings, there are 5 sensitivity thresholds available. При настройке инспираторного триггера у аппаратов Lumis существует 5 порогов чувствительности. Угу. In pressure support ventilation during breathing, the ventilator triggers as it senses an increase in patient flow. При вентиляции с поддержкой давления во время дыхания аппарат запускает, инициирует инспираторное давление, поскольку он обнаруживает увеличение потока. Угу. So high trigger sensitivity results in less flow required to trigger to IPAP and may require for patients who are not able to generate sufficient flow to trigger the ventilator. Those patients might be mostly pediatric patients and neuromuscular disease patients. При высокой чувствительности триггера требуется меньший поток, необходимый для запуска инспираторного давления, и может потребоваться пациентам, которые не могут создать достаточного потока для запуска вентилятора. Например, такими пациентами могут быть педиатрические пациенты и пациенты с нервно-мышечными заболеваниями. Угу. And low trigger sensitivity result in more flow required to trigger EPAP and may be useful for patients who are auto-triggering, especially in a situation of high unintentional leakage. При более низкой чувствительности инспираторного триггера требуется больше поток, необходимый для запуска инспираторного давления. Может быть полезно пациентам с автотриггированием, особенно при наличии высокой непреднамеренной утечки. Угу. So for cycle settings, there are also 5 sensitivity thresholds are available. Также we are speaking about expiratory trigger. Yes, expiratory trigger. The next one. При настройке экспираторного триггера также доступно 5 порогов чувствительности, 5 значений. The ventilator cycles means that terminates EPAP and change to APAP as it senses a decrease in patient flow. Аппарат переключается на выдох, то есть прекращает ИПАП, инспираторное давление, и переходит с инспираторного на экспираторное, поскольку он обнаруживает снижение потока у пациента. So high cycle sensitivity will result in a shorter inspiratory time, which may be helpful in patients with obstructive lung disease. Более высокая чувствительность приведет к более короткому времени вдоха, что может быть полезно для пациентов с обструктивными заболеваниями легких. And lower cycle sensitivity will result in a longer inspiratory time, which may be helpful in patients with restrictive lung disease who might otherwise be prone to premature cycling. Более низкая чувствительность приведет к увеличению времени выдоха, что может быть полезно для пациентов с рестриктивными заболеваниями легких, которые в противном случае склонны к преждевременному переключению на выдох. So, patients with high respiratory demand, breathing mostly through the mouth. For that reason, the full face mask is the first option for NIV treatment. Пациенты с высокой частотой дыхания обычно дышат через рот. По этой причине ротоносовые маски являются таким удачным, хорошим вариантом. There are roughly two types of full face masks are available: non-vented and vented full face masks. And you always need to choose the right mask to be level treatment.
Доступны два типа масок, вентилируемые и невентилируемые. И, безусловно, вам всегда нужно выбирать надлежащий, подходящий для вашего аппарата, для вашей вентиляции тип маски. Либо вентилируемая, либо невентилируемая. Non-invasive devices operates with a single open circuit, which needs a vented mask, and you can see the vented mask here. Вентилируемые маски работают с аппаратами, которые используют одинарный открытый контур, то есть имеется в виду с утечкой. И данный открытый контур, он в данном случае необходим для того, чтобы было надлежащее выведение углекислого газа. So vented masks has ventilation holes in elbow or in mask itself to make sure CO2 is flushed out. У вентилируемой маски в обязательном порядке должны быть отверстия, вентилируемые отверстия. Они обычно находятся либо на самом патрубке, либо на самой маске, для того, чтобы углекислый газ у нас выводился. So non-vented masks, you can see here as well, is used with device having built-in valve and different circuits than non-invasive devices. So CO2 elimination happens through the ventilator built-in valve. Невентилируемые маски, здесь вы тоже видите, вот она здесь посерединке с синим патрубком, она используется с аппаратами ИВЛ со встроенным клапаном при наличии опции неинвазивной вентиляции. В данном случае выведение углекислого газа происходит на самом аппарате, на вентиляторе, через этот встроенный клапан. And non-vented masks mostly has a blue elbow, and there are no any ventilation holes in elbow or mask itself. Ну, обычно так принято в мире, все так договорились, что невентилируемая маска имеет, как ее отличить, вентилируемую от невентилируемой. Невентилируемая маска имеет все производители, делают ее с синим патрубком, а не прозрачным. У невентилируемой маски, еще раз, нет никаких вентиляционных отверстий ни на патрубке, ни на самой маске, чтобы выводить углекислый газ. In ResMed's interface portfolio, you also will find AccuCare high-flow nasal cannulas. Также в портфолио продукции ResMed вы видите то, что сегодня, собственно, и Августин говорил. У нас есть канюля AccuCare для проведения высокопоточной оксигенотерапии. So, as presented in previous slide, vented full-face mask is used with a non-invasive basic configuration. Antibacterial filter is an optional part and always should be used without of humidifier. Ну, на данном слайде представлена, так сказать, основная, стандартная, базовая схема установки аппарата для неинвазивной вентиляции. Вы видите здесь сам аппарат, воздушный шланг и вентилируемая маска. Пожалуйста, аппарат можно использовать и с антибактериальным фильтром, но в данном случае тогда только без увлажнителя. Supplemental oxygen can be delivered up to 15 liters per minute through the integrated oxygen ports. Также к аппаратам Lumis вы можете добавлять дополнительный кислород, то есть осуществлять подачу дополнительного кислорода. В данном случае поток кислорода будет до 15 литров в минуту. And there are also different types of tubings available for Lumis device. If we are speaking about climate line tubing, it has two sensors, one in both heads of the tubings and three sensors in device itself.
Если мы говорим о воздушных шлангах, которые могут применяться с аппаратами Lumis, это достаточно большое количество, 4 это точно. Это может быть стандартный или slimline обычный, вот как здесь на картинке, да, воздушный шланг. Либо это специальные шланги из линейки Climatline, Climatline Air, это воздушный шланг с подогревом, либо Climatline Air Oxy с портом для подключения кислорода. In the device, we have a flow sensor, which detects the eye flow temperature, and 2 separate sensors, one for ambient air humidity and one for ambient air temperature. So altogether, we have 5 sensors in this system. Воздушный шланг Climatline Air из линейки Climatline, то есть Climatline Air или Climatline Air Oxy, оснащен 2 датчиками, расположенными на обоих концах, то есть на одной стороне шланга и на второй. Плюс к этому еще в аппаратах мы имеем еще 3 датчика. Один датчик отслеживает температуру, второй датчик отслеживает температуру подаваемого воздуха, второй датчик отслеживает температуру окружающей среды. И еще один датчик отслеживает степень увлажнения окружающей среды. Соответственно, все эти вот 5 датчиков, 3 в аппарате и 2 на шланге Climatline, они составляют вот эту уникальную систему обогрева, которая называется Climatline Auto. So a device can work if there is no water in the humidifier, and there would not be any alarm because there are no any safety risk to use humidifier without water. That's why alarms are not needed. Аппараты Lumis работают вот справа вы видите на картинке прозрачный, это увлажнитель, обогреваемый, чтобы подаваемый воздух был увлажненный и подогревался. Но, в принципе, если кто-то, пациент или медицинский персонал забудут налить воду, пожалуйста, аппарат будет работать, ничего с ним не случится. С точки зрения безопасности никаких рисков, что что-то произойдет с аппаратом, их абсолютно нет. И, соответственно, поэтому аппарат не оснащен никакой тревогой по отсутствию воды в увлажнителе. So, Monika, please, we are in a hurry. We don't have so much time. Could we go shift to a simulator, okay? Yeah. So loud dispersion circuits is also part of the equipment and ventilator settings, which limiting aerosol dispersion among healthcare workers. So non-invasive mask, antibacterial filter and leak port makes the difference between previous slide Lumis basic configuration. На данном слайде представлена специальная особая схема установки аппарата с невентилируемой маской. Но вы знаете, что в наше ковидное время так получилось, что аппараты ИВЛ были, так скажем, в ограниченном количестве. Поэтому, в принципе, да, такая схема установки, подключения, специальная схема с невентилируемой маской, она имеет место быть. Но вы видите, что здесь нужен обязательно антибактериальный фильтр. В принципе, можно, но обязательно нужно еще, вот видите, внизу лик-порт, это клапан утечки. То есть таким образом, за счет этого клапана утечки мы, так сказать, имитируем клапан на самом аппарате ИВЛ. And low dispersion circuit is not the intended use for these type of devices, but emerging clinical practice in treating COVID-19 shows that it is a likely need, given the ventilator shortage and the concern of infection risk to healthcare workers. Monika, I have already said it. Okay, so good. Я уже сказала, да, что эти аппараты... The next part is the simulator part. Okay. So I will stop sharing this presentation and
it will take a few seconds to share the simulator for you. So yeah. Okay, we're waiting for you. We're waiting. Сейчас Моника подключится, сейчас чуть-чуть пауза, там буквально на пару секунд, она подключится к симулятору Lumis. И тогда уже на симуляторе она покажет, как мы можем менять установки, делать установки, какие параметры есть в аппарате. We're waiting for you. So, are you able to see my screen now? Вот сейчас, пожалуйста, я подключилась к симулятору. Lumis 150 модель, ST, Lumis 150 ST. So, in this section, I'm going to present to you how to access the clinical menu, how to adjust settings, and how to evaluate the non-invasive therapy by using monitoring screen. В данном разделе моего воркшопа я покажу вам, как входить в клиническое меню, как изменять настройки параметров и как мы можем отслеживать терапию с помощью экранов мониторинга. To access the clinical menu, you need to press the dial button and the home button and hold for 3 seconds at the same time, both buttons. Для того, чтобы войти в клиническое меню, нужно одновременно нажать вот эту, назовем ее, большая кнопочка справа, да, поворотный диск, и нижняя кнопка Home, домой. Одновременно нажимаем и держим 3 секунды. So I have a special button here in simulator. So now we are landing on the clinical menu of the main page. Теперь мы переходим к основному меню. So we have 2 sub-menus here, one for settings and one for sleep report. To access the setting menu, we need to push the dial button. Здесь мы видим, есть 2 подменю. Установки, настройки и слип-отчет. Для того, чтобы войти в меню, под меню настройки, вам нужно нажать вот эту большую кнопку. To change settings here, we need to turn the dial button to highlight the setting what we would like to change. Для того, чтобы нам войти в параметр, который нам нужен, мы должны колесико покрутить и подсветить этот параметр, который нам необходимо изменить, и дальше нажать на эту большую кнопку. And here I'm going to set up the device for COPD patients. And first setting, what I would like to change is IPAP. Сейчас я сделаю настройки, как будто мы с вами будем проводить терапию пациента с ХОБЛ. И начнем мы с настройки инспираторного давления. Then I'm increasing the IPAP for 14 in this case. Сейчас я увеличу настройку инспираторного давления, подниму ее до 14. And accept what I have done. И для того, чтобы принять измененные настройки, нужно опять нажать на эту большую кнопку. I'm satisfied with EPAP for now. Perhaps I'm later want to change it, but for now it's enough. В принципе, сейчас меня устраивает настройка экспираторного давления на 4. Может быть, потом попозже я ее изменю. I'm sorry, Monika. Thank you. Have a nice conference day. So bye. Хорошей конференции, хорошего дня всем. Kiitos, Monika.